можно я вас перебью на секунду? Ну, Когда давайте. ваш главный министр здравоохранения говорит, надо кастрировать русских солдат. Ну это что, Тоже. блядь? Ну вот где вы такое видели? Я ж спрашиваю, Да. если по Конституции Украины запрещено вводить внутренние войска на территории Украины, С чего вы это взяли? вы почитайте свою Конституцию. Где это там такое написано? Ну-ка давайте прочтите. Боже, яке кончене. Щоб оклятих московитів пір'ям горні поросло. Доброй ночи. Да, кстати, уже доброй ночи. Скажите, пожалуйста, вы же с Украины, правильно? Да, я из Киева. Вот, сейчас разговаривал с парнишкой с Одессы. Или Одесса. Одесса, да. Молдаванка и Пересса. Не Переса, Пересыпь. Это такой район в Одессе. А, ну вот, видите, я не знал. Молдаванка, район в Одессе, и Пересыпь, район в Ну, Одессе. я Да. тоже- ну, хорошо, спасибо большое, что Меня подсказали. Марк зовут, вас как величать? Вас как? Марк, вас как величать? Михаил. Михаил, замечательно. Ну, вы начали Вот рассказывать мне поговорить что-то с про человеком, Одессу. который может объяснить, а не то, что почему я говорю Одесса. Мне кажется, он так пел. Одесса. Нет. Ну, Марк В Перес. Одессе за Одессу бьют. Это как, говорит, я паспорт говорит, поменял. Но бьют-то не по паспорту. Да, по морде, я понимаю. У вас вопрос какой-то был, вы мне начали рассказывать, но сбились. А, да вот такой вопрос и был. Какой? Почему он меня этот, как прям аж, что я сказал Одесса, он говорит, нет, Одесса. Ну, я же вам говорю, в Одессе за Одессу бьют. Если он одессит, ему это Одесса режет слух. А вот следующий вопрос. Ну, Одесса это русский город? С Одесса. какого перепуга? А кто основал его? Ой, первые поселения там были еще, по-моему, Нет, нет. в XI веке. Вы намекаете, что основала Одессу Екатерина? Это ложь. Ложь? Во-первых, Екатерина первая. Сказка ложь, давнее намек. Еще раз. Во-первых, Доброму утру. Екатерина не русская, а немка. Тогда Да. уже это немецкий город. А с другой стороны, в указе Екатерины вы не встретите слово «Одесса», но вы встретите порт Кочубей. Порт Кочубей, да. Да, там был Вот. И там был поэтому- поселение Кочубей, и там был порт. Она распорядилась расширить порт и сделать его военным портом. Ну, Одесса-то откуда А взялась? потом, позднее уже, А чтобы где, кстати, это было в забыть это время? старое, чтобы избавиться от старых Ну, я понял. тюркских А Украина названий где была? и украинских, тюркских, Российская империя всюду насаждала свои названия. И поэтому позднее был переименован порт. Подождите. Что еще раз наслаждалась? Кто чем? Российская империя, захватывая земли, да, Земли свои какие? российские названия впихивала туда. Хорошо, Свой можно- язык, свои названия, Можно свое еще раз? мировоззрение. Вот этот, извините за выражение, русский дух. Это, Можно- это не только Россия. Любые захватчики, любая империя так поступает с завоеванными землями. Так делали Тогда Римская можно- империя. Вот они основали Париж, А основали... Новороссия где А? была? Новороссия где была? Новороссия, Малороссия, это Новороссия. так назвали. Российская империя так назвала украинские земли. Новороссия. Так где Украина-то была? Еще раз. Ну, где Украина была в это время? Украина впервые упоминается в Ипатьевской летописи в 1187 году. Это пиздец. Это... России, например, никогда не было. Была Московия. И только в нет, 1721 году, Хорошо. 1721 году царь Петр I объявил себя императором и Россию назвал
и Московию назвал Российской империей. До этого это А было Иван Грозный до в этого был разные годы. Давайте по очереди. В разные годы территория, которая сейчас называется Россией, Иван Грозный был до этого. называлась Залесье, Тартария, Московия, Московское Ну, Украины не княжество. было. А? Но Украины там не было. Украина, смотрите, многие меняли свои названия, многие страны. Россия нынешняя тоже называлась не Россия, а Московия. Нынешняя Румыния называлась Дакия. Нынешняя Франция называлась Галия. Так, история, хорошо разбирайтесь. Речь Посполитой. Нынешняя Украина раньше имела А другие Речь Посполитой названия. где? Сначала она называлась Русь. Позднее она называлась Войско Запорожское. Потом она... Вот Запорожская кто отправил на Краснодар? Какой Краснодар? Ну, казаки краснодарские. Еще раз. Уже Ростовские. после того, как произошла, ну вот это вот, как бы там, Переяславская Нет, кто их рада. отправил? Можете мне подсказать? Что? Кто их отправил? Э, На юга При России. Екатерине она уничтожила Запорожскую сечь, вырезала 15 тысяч человек в А Речь Батурине. Посполитой куда Еще делась? раз. Российские войска, возвращаясь с Крымской войны, где они воевали рядом вместе с казаками украинскими, Турками, благодаря да? которым мы взяли такие крепости, как Измаил и Азов. Это известный факт. Первыми их штурмовали и взяли крепости Верно, украинские верно, казаки. верно. Просто Так вот, я не потом говорю. 100-тысячное войско российское, возвращаясь домой по приказу Екатерины, зашло на сечь, уничтожило ее, всех, кого могло, вырезало. До 15 тысяч было убито, независимо... Речь Посполитой куда делась? Дайте я договорю. Независимо от возраста, от младенцев до стариков. Эти звери убивали всех. Потом... Это казаки? Нет. Войска Екатерины. Ну, вот эти ваши, которые вы Кто называете такой русскими. заблуждается теперь? В Батурин был вырезан. Убиты все. Мне кажется, вы заблуждаетесь. Давайте проверим. Возьмите в Википедии, у вас есть второй гаджет. И наберите просто «Батуринская резня». И там все подробно описано. В вашей же российской Википедии. Батуринская резня. Волынская резня. Нет, Батуринская резня. А Волынская резня? Забыли? Волынская резня это совсем другое. У нас это называется то есть Волынская это другое, трагедия. да, это вообще совсем Смотрите, другое. по сравнению с тем, что творили Речь на... Посполитой куда делась? Давайте по очереди. Я начал говорить, вы молчите. Вы начали говорить, Речь я Посполитой, помолчу. скажите, пожалуйста, куда Итак, делась? конечно, в разных местах, в разное время, в разных странах бывали столкновения международными, и бывали очень кровавые вещи. Но Ну, такими так жестокими... вместе столкнулись. Еще раз, украинцы по отношению к полякам, поляки по отношению к украинцам в 1943 году это были действительно трагедия. Но по сравнению с Где тем... мы с вами столкнулись? Дайте Скажите, я пожалуйста. договорю. По сравнению с теми кровавыми преступлениями, которые делали россияне и русские, все остальное бледнеет. Потому что у россиян, у большинства, вот эта жестокость звериная, жажда крови, она в крови. Посмотрите, что эти звери буквально Откуда это недавно, в 22 году, делали с пригородами Киева. Ирпень, Буча, Бородянка, с пригородами... А что вы делали? А? А что вы делали? Причем тут мы? Курском, с Белгородом. Что с Белгородом? Мы никогда не захватывали Белгород. А Курск? Что-что? Никто не нападал Мы на Курск. Курск не захватывали. А что вы делали? Единственное, что нам удалось создать буферную зону безопасности в Сужанском районе России. Угу. Создали? Был момент, да, создали. И И перестали где она? после этого, вот пока наши были там, перестали обстреливать, эти мерзавцы перестали обстреливать Сумы. Потому что до этого каждый день они Вы кого бомбили мерзавцами Сумы. называете? Скажите мне, Но эти пожалуйста, кого мерзавцы, называете? мерзавцы начали свою Которые же судьбу... Луганск, Донецк. Давайте по очереди. Это Еще раз. мерзавцы? Простите, как вас еще раз зовут-то? Михаил. Михаил.
Вы То хотите есть вы что-то считаете, спросить? что это государство? Михаил, не говорите вместе со мной. Вы Так вы мне хотите ничего сказать спросить? не сможете. Вы хотите спросить? Спросите. Я не буду вас перебивать. Всё, Я не услышал. россиянин, я вас Можно я- перебивать не... Еще Можно раз. я- Я закончу, и вы тогда будете говорить. Я не напрягайтесь. россиянин, я умею вести диалог. Итак, Я- говорите. Спасибо. Вот церковь переименовали, да? Это Что? нормально. Церковь. Была РПЦ, стала. Люди не захотели ходить в русскую православную церковь. Кто Да, я хочет всё. ходить к врагам? Кому врагам? Это религия. Ну, у нас есть своя церковь. Православная церковь Украины, получившая Томас от Вселенского патриарха. И украинцы, какого- конечно, предпочитают свою православную церковь Украины. Порошенко съездил, получил Томас, и можно переименовать, да? Не переименовать. У нас сейчас параллельно действуют обе церкви. Но люди Где? предпочитают Где? Скажите, пожалуйста, где? в Я с ребятами Украине. разговаривал, говорит, нам не нравится, что... Еще раз, в РПЦ Украине стала. две церкви, у нас вообще несколько. Но у нас есть еще греко-католическая церковь. Религий несколько, я не спорю. Российская православная церковь по-прежнему, вот это УПЦ Московского Где? патриархата, Где? по очереди, имеет по-прежнему даже сейчас больше приходов, чем православная церковь Украины. Хотя Все правильно. прихожан во много раз меньше. Люди не хотят ходить, но по закону эти храмы пока относятся к к русской православной церкви. И туда ходят какие-то люди. А? Ну что говорите-то? Какой к русской? Еще раз. Русская Российской. православная церковь – это сатанисты. Но у нас еще есть люди, которые ходят даже туда. Но их гораздо меньше, чем те, которые ходят в истинную нормальную церковь. Вот реально сейчас я вас слушаю. Вы воцерквленный человек? Вы верующий? Конечно. И в Православную. какую церковь ходите? Православную. Русскую православную церковь? Ну, конечно. Московского патриархата? Да. Это самый патриарх Кирилл Гундяев? По-моему, Кирилл скончался недавно. Нет, это он вечно живой. Вы даже не Не знаете, кто у вас патриарх. Мгм. Так вы обычный сатанист. Русская Наверное. православная церковь во главе с генералом КГБ Гундяевым, Кириллом Гундяевым, это сатанистская церковь. Ладно, хорошо, мы с этим разобрались. Ее создал Сталин. Знали ли вы это? Сталин вообще неверующий был. Да. Но под давлением союзников и учитывая, что многие солдаты на фронте Вы в какой стране верили, родились? он начал в 1943 году, он начал снова создавать церковь. Хорошо. И Вы в назначил какой стране? патриарха. Всё. Вы в какой стране? А? В какой стране родились? В Советском Союзе. Но я не виноват, не повезло Так просто. и- Ага, не виноват, блин. Просто не повезло. Ну, отрекайся-то. От чего именно? От советского Ну, прошлого? От коммунистической морали я отрекся. Получил советское образование. Я отрекся от Какое коммунистической морали. Вы Вот, какое образование? вот этой вот людоедской морали я отрекся. Я считаю, вас не- что это была империя зла. Я вас не поддерживаю в этом плане. Понятное дело, вы меня не поддерживаете. Еще бы. Я бы удивился, если бы вы меня поддерживали. Нет, ну на полном серьезе. Я на полном серьезе. Нет, я хочу объяснить, почему. Когда страна развалилась, вы где остались? Я в Киеве. Я родился в Киеве, здесь жил. Ну, самый Я даже богатый скажу, когда Советский Союз развалил, Советского Союза. Самая богатая республика была, правильно? кто? Дальше что случилось? Кто Украина. самая богатая республика? Украина. Вы с ума сдурели? Самая богатая житница была.
Житница, да, у нас действительно было много пшеницы. Но в остальном у нас кроме пшеницы и металла и еще угля. Давайте я перечислю, что у вас было. Ну, давайте. В космос вы летали? Ну, все двигатели вместе. Советский Союз летал в космос. Я же про что говорю, когда расстались. Расстались. Даже продолжали некоторое время летали? летать в космос. Еще Вы на летали? старых советских Летали? дрожжах. Ну, одну секунду. Летали, правильно? Ну, То есть это летали, уже- дальше что? Так. Мы с вами делали двигатели для вертолета? Да, у нас сделали. Мотор Сич. Мотор Сич делал, да. А сейчас где Мотор Сич? Что с ним? Мотор Сич работает, это Китайцы военное хотели предприятие. Вы хотели китайцам продать его, правильно? Кого? Мотор Сич. Ну да, была попытка, потом передумали. Не важно же, кто собственник, важно, кто работает. Американцы не разрешили Ну, вам. разрешили, ну и отлично. Я только за. Американцы вам друзья, получается? Что-что? Американцы вам друзья? Конечно. А Россия, Сейчас когда- они нам помогают А воевать с Россия, когда одичалами. перестала А? другом быть? Россия, когда перестала другом быть? В 14-м. Эти мерзавцы на нас напали. Ага. Когда вы президента выгнали, правильно? Это наши внутренние дела. Ну, это ваши Вы на внутренние нас... дела. Это никак не связано. Вы давно собирались напасть. У вас просто... Ну, вы, вы тоже не выбрали, придумали. вы ждали момента. У вас давно было желание схватить. У вас уже слюна текла по щекам. Потому что вы ждали, когда можно напасть. Я уже на ты начинаю переходить. Когда набросится. И вы дождались, и Нахуя нам набросились. нужна была Украина? Что, Нахуя? давайте по очереди. А? Еще раз. Ну, нахрена нам Россия – нужна? это большое, агрессивное, фашистское государство. Вы всегда ждете когда нас мало момент, чтобы напасть на соседей. Такая ваша... Я не могу вас даже в этом обвинять. Такая ваша природа. Это все равно, что обвинять... Нет, тогда Обвинять вот, смотри. гиену, это все равно, что обвинять гиену о том, что она пытается там кого-то убить. Вы звери. Я же спрашиваю, Да. если по Конституции Украины запрещено вводить внутренние войска на территории Украины, С чего вы это взяли? вы почитайте свою Конституцию. Где это там такое написано? Ну-ка, давайте прочтите. Ну, у вас есть возможность Ну, у такая? вас есть возможность. Вы же утверждаете, что мы не можем внутренние Я войска. утверждаю, да, я Подождите, а где они должны быть? За территорией Украины? Можно только силы МВД Ну, вводить. сил МВД не хватило, пришлось назначать антитеррористическую операцию. Потому что граждане кто террорист соседней... был? Секунду. Донецк и Луганск? Пришли граждане соседней страны и захватили Я наши с вами города. Могу Это согласиться. значит уже дело армии. Типа Гиркин туда зашел, да? Там Гиркин еще- и не только. Казаки, Козицын, Дремов, вот этот вот Моторола, это все же россияне. Так. Но территория-то Украины была. Естественно, враг пришел Ну, из... Еще раз, враги, МВД вы могли вести? МВД. еще раз, Министерство внутренних дел. против армии соседнего государства воюет не Да МВД. армии-то не было, блядь. Вот сейчас армия. И тогда была армия. Правда, они сняли погоды. Буряты вот Блядь, эти вот ну, это жареные. бред. Согласитесь, то, что вы говорите, это Подождите, бред. жареные буряты были? Блядь. Кобзон навещал бурята в госпитале. И говорит, Откуда вы ты знаете? откуда? Ты бурят, бурят, ты бурят, и я бурят, как я рад. А это бурят приехал, как он рассказывал, вместе со своим Кстати, взводом, ребята, ребята, очень вместе красивые. со своим танковым взводом, на танках, заехали в каком году? Украину в в каком году? 2014 году. Что вы несете, блядь? Откуда вы берете Ну, эту давайте информацию? так. Покажем. Давай. Я люблю россиян тыкать носом в дерьмо. Потому что иначе они не Я понимают. люблю хохлов тыкать Ты- носом в дерьмо. Бурят и я бурят. Кобзон. Ну и какой там год? Смотрим Смотрим. видео. Да, видел. 26 февраля 2015 года.
Это где? Нет, чуть выше поднимите. Ну, здесь там. Куда готовы? Специальности я наводчик учился. Как я жалею, что я вас раньше. Не вставайте, Бога ради. Я подойду к вам. Вы ко мне в школу приезжали. Ко мне приезжал он. Я с вами даже за руку здоровался. Когда ребенком был маленький. Итак, перед вами жареный бурят. Если вы посмотрите, ролик выпущен, вот тут написано, хорошо видно. Не, плохо видно. Ну, я вам прочитаю. Ролик от февраля 2015 года. Буряты на своих танках, ну, там не только буряты, танки российские вошли на территорию Украины, и наши войска сражались с российскими танкистами. Нет, смотрите, как получается. Краматорск. Помните, когда Донецк у вас отжал? Ничего не понял, еще раз. Ну, когда дошли уже, все, Донецкую область забрали. Кто? Дончане кто? Какие дончане? Вот это вот жареный дончанин? Это бурят. Это бурят из Бурятии. Они захватили Славянск и Краматорск. Потом захватили Донецк и Луганск. Это же мерзавцы. Нет, Российские войска. Правда, он говорит, что погоны сняли, на танках закрасили российскую символику, номера, и поперли в Украину. Все Знаете правильно. почему? Знаю. Почему? Потому что Бандеры. Потому что мерзавцы поехали убивать украинцев на чужую территорию. И все эти рассказы, Михаил, про то, что вот, это все местные, это вот, как вы сказали там... Да я просто с ними живу здесь, на районе. На районе? Который служил Простите, я назад. запамятовал, откуда вы? Сейчас в Подмосковье. Подмосковье. И там с вами живут бывшие жители Донецка. Да, и Луганск. Как же они приехали туда? И зачем? Почему? Потому что в 2013 году, например, в 2013 Донецк был самый благополучный и богатый город Украины. Пока туда не пришел русский мир. Что так не случилось-то, блядь? Пока Дальше. туда пришел, там случилась беда. Там случилась катастрофа. Туда пришел русский мир. А когда приходит русский мир, Просто там всегда когда кровь, хохлы начали обстреливать грязь, свои города, убийство и Хохлы мародерство. начали обстреливать свои города. Что? Хохлы начали обстреливать свои города. А, свои города. Просто так. Может быть, потому что Получается, туда просто пришли русские буряты? А может, вообще должно быть по барабану? Зачем вы пришли на нашу землю? Вас тут не ждали. Мы свою землю заберем и все. Подождите, это ваша земля? Конечно. Донецк, Новороссия, Луганск, это ваша земля? И Новороссия, в 14... понятно. То есть, я и говорю, самое страшное то, что в России реваншизм, имперское сознание и звериное желание захватывать земли. Вот и все. Как хотите, называйте. Этим вы отличаетесь от людей. А вы чем отличаетесь? А мы от людей не отличаемся, мы и есть Ну, люди. отдайте тогда и все, и спокойно Мы живите. люди, а против нас воюют звери. Звери, Да, вот вы. которые глаза ковыряют, блядь, вот ножом, блядь. там. Чего он, каким ножом? Или когда он танкиста, Это блядь. у вас детские воспоминания? Это у вас Это не мечты? детские воспоминания. Это вот недавно, посмотрите, тоже видео. Какое? Если уж начали про видео. Давайте. Отрезает кусок плоти и говорит, я русского танкиста съел. Да ладно. Это нормально, да? Еще раз. Да Это ладно, не звери, где же вы это не такое звери, видели? да, это не звери. Подожди, Ну, где вы по-вашему, такое это не видели? звери. Ну, посмотрите, пожалуйста. Что я должен У посмотреть? вас гаджет в руках. Что? У вас гаджет в руках. Подождите. Смотрите. Я видел. Украинец кушает русского танкиста. Я потом посмотрю. Пожалуйста. Смотрите. Это Раньше, нормально. смотрите, я Это еще...
человек тоже Не ненормальный. перебивайте, дайте я доскажу. Это видео я не видел. Я посмотрю обязательно. Но зато я просто видел, наберите, я и видел, да, видео. может, вам будет Смотрите, интересно. я говорю, вы Хотя, начинаете если говорить, будет интересно, смотрите, у то, вас значит, слабая это- позиция. Или по очереди, или заканчиваем разговор. Вы готовы? Сейчас. У вас хватит сил и совести выслушать оппонента, даже Да, если да, вам да, это не конечно. нравится. Да я слушаю вас. Хорошо. Итак, Что там? уже давно, начиная с 2014 года, например, ДШРГ «Русич», Чувак? командир и основатель Мельчаков такой, он откровенный даже не неонацист, он сам признается, ходит на каналы российские, говорит, я не неонацист, я нацист. Они делали ожерелья из ушей украинских убитых и фотографировались с ними. Можно я вас перебью на секунду? Ну, Когда давайте. ваш главный министр здравоохранения говорит, надо кастрировать русских солдат. Ну это Тоже- что, блядь? Ну вот где вы такое видели? Да, блядь, он сам сказал-то. Где вы такое видели? Вам Скобеева Ну, сказала или Соловьев? Соловьев. А, я Соловьев, его- конечно. Все, Нет, полное одну- доверие. А вы Полное откуда доверие знаете Соловьева? Соловьеву. Вы не смотрели же, правильно? Что Или смотрели? смотрели? Ну что он говорит? У нас сотни, тысячи ваших пленных, и никого не кастрировали. Так министр... И министров ваших не кастрировали. Генералов Нет. убивали. Нет, министров не кастрировали. Министр здравоохранения Украины... говорит, Наш надо- министр здравоохранения Да. кастрировал ваших пленных. Он сказал, что это надо делать. Ну, смотрите, я не видел, не слышал, я проверю. Но я бы Проверьте, сказал, конечно, я гуманист, и я не согласен с этим, но что-то в его словах Я есть. больше скажу. Я больше скажу. Смотрите, скажу А больше. то, подождите, еще раз перебью вас. Давайте проверим. Слушайте, как интересно, я просто знаю, что вы Да, лжете. пока проверяйте. Да. Сейчас с помощью искусственного интеллекта. Хорошо? Интересную историю расскажу вам. Сейчас. Азовсталь, знаете? Министр Азовсталь. здравоохранения Украины сказал, что нужно кастрировать российских пленных. Нет, это искусственный интеллект. Министр здравоохранения Украины не делал таких заявлений. Сообщения о Да призывах к лично, насилию над пленными Лично. касались Прямо- Геннадия Друзенко, лидера первого добровольческого мобильного госпиталя, который в эфире одного из телеканалов высказал подобную мысль в частном порядке, не представляя официальную позицию Министерства здравоохранения или ну правительства. давайте в частном Его порядке. заявление вызвало резонанс, и позже он, как сообщается, переобулся и изменил свою позицию. Официальные лица и ведомства Украины не призывали и не призывают к кастрации или насилию над российскими военнопленными. Подобные действия нарушали бы международные конвенции об обращении с военнопленными. То есть, Всё верно. это сказал Это все верно. то, что один вы- из солдат. Конечно, он мог такое сказать, как частное лицо, потому что есть Вот кадры. Смотрите. Итак, Послушайте, есть кадры, видео, как российские солдаты кастрировали и убивали украинских пленных. И, конечно, человек, который сам прошел через ад войны, мог в сердцах сказать, что раз россияне кастрируют украинских пленных, то надо и нам кастрировать российских. И Ну, я это его пока понимаю, но это не министр сказал, а Ну, солдат. покажите мне. Я вам сказал одну мысль, а вы мне другую. Покажите, где такое Читайте. прозвучало. Я вам прочитал то, что сказал... нет. Где вы сказали, что украинских издеваются над украинскими пленными? Давайте. Российский военный кастрировал и убил украинского военнопленного. Читаем. Вот подождите. Вы сейчас
блин, уже, честно говоря, Это переходим... есть видео, оно еще, по-моему, начало 22-й год. Да, я не спорю. Это война. Там есть Подождите, ЧВК, так российских Григорьев, пленных кастрировать нельзя, а украинских можно. Это война, правильно? Нет, вы Какая задали... же какой двуличная вопрос? негодяй вы. Подождите, вы такой вопрос задали. Где российский какой-то что-то там Ваш сделал? И еще раз, Так, давайте ваш такие военный украинские- кастрировал и зарезал украинского военнопленного Ну вот на теперь наоборот. видео и Задайте вопрос. выложил это в эфир. Вот И вы теперь это наоборот, задайте вопрос. поддерживаете. Вот теперь наоборот, задайте вопрос. Какой наоборот? Хорошо. Украинские военные кастрируют российских военнопленных. Вы перебираете. Как задать сказали- вопрос? Слушаю ваш. Российский солдат сделал что-то там. Вот Еще так раз, задавайте как вопрос. задать вопрос? Давайте. Украинский военный кастрировал русского парня. Отлично. Да ничего хорошего. Украинский военный кастрировал российского военнопленного. Так. Не находит? Нету не такого. Кастрирование украинского военнопленного есть. А кастрирование российского пленного нету. Да? Господин Саврамши. Может быть, Посмотрите, у вас можно какой-то смотреть- нет работы? Михаил, можно смотреть на три вещи вечно. Первое, как течет Костер, вода. вода и, Второе, как горит огонь. А третье, как россиянин пытается оправдать зверство и мерзость я не своей пытаюсь страны. оправдать. Вы Я хочу пытаетесь, справедливость. вы сторонник агрессии, убийства. нет. Вы обычный Зачем вы так нелюдь. говорите? Зачем вы так Обычный говорите? нелюдь. Ну зачем вы так говорите? Потому что это и есть правда истинная. И вы это знаете, но пытаетесь улизнуть. Нет, Я ничего не прощения пытаюсь. не будет. Какие они мерзкие. Это что-то.